Доброе утро, зрители Stop Game! На дворе 20 июня, а в эфире Инфакт. К третьей части симулятора козла, которая на самом деле и не третья, авторы выпустили к этой постраничной игре дополнение. Оно называется Multiverse of Nonsense. В DLC козел высаживается на остров, подозрительно похожий на Fortnite, а огромная капибара собирает камни нестабильности. В добавке, которая стоит 550 рублей, предлагают локацию-песочницу, да еще и с разными вселенными, 8 играбельных козлов, диалоговую систему, 116 элементов кастомизации, а еще новый транспорт, дополнительные достижения и целых 36 испытаний. Надеюсь, что фанаты этой грандиозной франшизы оценят старания разработчиков. Apple и Microsoft давно сражаются за звание самой дорогой IT-компании мира. То первая обгоняет вторую, то вторая первую, но настолько они завязли в этой бесконечной борьбе, что совсем забыли про конкурентов. И вот, наконец, кое-кто решил попустить гигантов. Имя этому попускателю — Nvidia. После закрытия торгов во вторник акции зеленых немного подорожали, всего на несколько долларов. Однако этого хватило, чтобы общая рыночная стоимость фирмы взяла новую высоту и обеспечила Nvidia звание самой дорогой компании в мире. В последнем на данный момент финансовом отчете компания рассказала о выручке в размере более 26 миллиардов долларов. Благодаря своим чипам Nvidia стала крупнейшим бенефициаром ее технологий. Огромное количество фирм и центров обработки данных полагаются именно на ее продукты для проведения сложных вычислительных операций. Поздравляем кожаную куртку с восхождением на пьедестал, а ведь еще недавно стоила его контора всего $500 миллиона баксов. Эх, они так быстро растут. Star Wars Jedi Survivor вышла много месяцев назад, и, кажется, уже все желающие сыграть сыграли, продать игру больше некому, и EA двигается к следующему проекту. Но на самом деле издательство еще не закончило с этим проектом. Еще в августе 2023-го Electronic Arts объявила, что собирается выпустить Star Wars Jedi Survivor на консолях предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. За почти 10 месяцев других официальных новостей по теме так и не появилось. Но интернет-детективы обнаружили, что версия игры для старых боксов и плойки получила возрастной рейтинг в Бразилии. Собственно, других подробностей нет. Ждем официальной инфы и готовимся наблюдать отборное мыло в трейлере. В свежем материале Game Informer разработчики новой Драгонаги поделились подробностями о геймплейных механиках проекта. Что будут менять, что не будут и как видят игру в целом. Редактор персонажа, о котором, кажется, рассказывают в каждой новости о The Veilguard, в очередной раз расхвалили. Можно и расу выбрать, и голос, и размер груди героя настроить. Надеюсь, в следующих 15 дополнениях редакторе станет ясно, можно ли другие интимные места корректировать. Из рассказа о боевой системе становится ясно, что она и правда склонилась в сторону слэшера. Игрокам разрешат отменять анимации ударов и прерывать комбинации атак рывком, чтобы после соединить их с другой комбой. Главный герой даже научится посреди боя менять собственное снаряжение. Можно подготовить всего 2 сетапа для быстрой смены, но все же уже почти Данте. Чтобы ускорить боевку, управление сопартийцами упростили. Можно не вспоминать инпут для конкретного героя, а просто прожать универсальную комбинацию, которую поймет герой любого класса и что-то сделает. Воин может метнуть щит, как Капитан Америка, а маг при нажатии на те же кнопки влупит по врагам дальней атакой. Тактическая пауза, несмотря на все ускорения, в игре присутствует. В этом режиме можно спланировать серию атак с товарищами, посмотреть возможности для комбо-ударов и уязвимости врагов к разным типам атак. Рассказали и про прокачку. Будет 50 уровней. По мере продвижения по древу герой сможет не только открывать активки и пассивки, но целые специализации, которых есть по 3 на каждый класс, и ультимейты, которых на класс по одному. Сопартийцев тоже можно качать, но там навыков поменьше. Фанаты ролевок, надеюсь, удовлетворены таким подробным изложением новости, но если хочется еще больше деталей, милости прошу к нашему шалашу по ссылочке в описании. Речь, конечно, про ссылку на новость, если что. По игровому миру гуляют увольнения и закрытие студий. Хидетака Миядзаки решил высказаться на злободневную тему. Да не просто высказаться, а прям-таки выступить с заявлением. Говорит, что не допустит масштабных сокращений в рядах своей студии. Цитата. «Массовых увольнений From Software не будет, пока я отвечаю за эту компанию». Автор Souls'ов следует примеру уже почившего главы Nintendo Сатору Иваты. Бизнесмен запомнился в том числе тем, что в кризисные времена отказался от 50% своей заработной платы, чтобы компания смогла протянуть, и ему не пришлось увольнять множество специалистов. Что ж, такой подход заслуживает всех возможных респектов. Главное, разработчикам спокойнее работать будет.
17 сентября состоится всемирный запуск MMORPG Throne and Liberty. Это проект, в который корейцы играют аж с прошлого года, а вот в остальном мире игру пока не пощупали. Чтобы это недоразумение исправить, на помощь NC Soft пришла Amazon Games. Вот и трейлер, который на вашем экране крутится, издатель склепал специально к анонсу всемирного запуска. В Throne and Liberty протагонист получит мощь фрагмента звезды, за которой в том числе охотятся силы тьмы. В мире есть и другие подобные осколки. Чтобы их собрать, предстоит исследовать обширные локации в бесшовном мире, сражаться с опасными врагами и развивать персонажа. Преуспеть в главной миссии помогут гильдии и союзы. Для более быстрого перемещения предусмотрены не скакуны, а трансформация в зверей, которые умеют быстро летать, плавать или бегать. А мы на stopgame.ru не умеем летать, зато пишем тексты про игры и делаем видосики. Это все лежит на сайте, так что обязательно заглядывайте туда. Наверняка найдете чем себя занять. Хорошего вам четверга. Пока!